Очень вкусно. Очень скучно тебе? สวัสดีค่ะธรรมดาที่ไหนอ่ะ Таня напилась, и она не может выговорить экспекта патроном. Та-та. В лавке Оливандера мне выдали вот такую вот волшебную палочку. Очень холодно, приходится прибегать уже к экстренным мерам. Добро пожаловать в Banana Hills. Наше путешествие в Banana Hills начинается. Самое главное, чтобы не лил сумасшедший дождь. Banana Hills – это знаменитый на весь Вьетнам парк развлечений, который находится в 30 минутах езды от Дананга. По дороге туда открываются очень живописные виды, потому что парк развлечений находится прямо в горах. Ранее, в 30-х годах, тут был курорт для избранных французских колонизаторов. Именно французы дали этому месту имя Бана, от слова «банана», потому что там ранее было много банановых пальм. Я придумал мобильное приложение, называется Duit. Его цель – выработать полезные привычки у детей. Ребенок получает список ежедневных заданий от родителей. Например, почистить зубы, покормить кота, заправить постель, позвонить бабушке. Прямо в приложении ребенок делает фото выполненных заданий. Эти фото отправляются родителям в их версию приложения, и после проверки начисляются монеты. Эти монеты можно тратить на заранее установленные родителями подарки. Чем больше выполненных заданий, тем больше монет. Чем больше монет, тем больше подарков. Как вам идея? Так, если вы будете ночевать в отеле, то вам, получается, нужно будет ехать вот туда, в те края, на вот такой вот машинке запарковать байк в этих краях. А если вы будете просто так, то билеты нужно покупать вот там, в тех краях, и стартовать оттуда. Что, не гони? Толпы людей, надо через них пробиваться. Ширина примерно 5 метров, вот туда вот люди стоят влево. И это все количество людей. Окей. Четверг. Это песня про то, как я попал в зомби-апокалипсис. 10 часов утра. Очень много людей. Для жителей отеля специальная зона чекина, вот, но же вы должны покупать билет вне зависимости. То есть здесь, как на Фукоке, не входит в стоимость. Если жить в отеле, то получается скидка 30% от основной суммы билета. Так он стоит 900 тысяч, а так получается 600 с чем-то. Это прикольно и неожиданно. И включен еще и завтрак. Вот, ну и в принципе ты попадаешь на все эти локации без очереди. Рано утром, поздно вечером ты можешь там находиться, так что это классный вариант. И классно, что я не купил билеты на Клок, Потому что Таня купила билеты. получается, билеты нужны только здесь, на входе. Дальше все полностью включено, и вы получаете еще доступ быстрее, чем очередь на эти кабиночки. Вы пропускаете всю эту очередь и оказываетесь сразу без ожидания первыми. И первая причина, почему стоит поехать в Banana Hills, это, конечно же, фуникулер, с которого открывается просто невероятный вид на водопады, зелень, камни, горы, Дананг и море. Наверху поднимается такой же сквознячок, прям так дует, прям свежий такой воздух, приятный, прям вкусный становится. Начинается кислородное голодание. Фуникулер поднимает вас на высоту 1,5 километра над уровнем моря. И это одно из немногих мест в мире, где можно оказаться над облаками. Это просто какой-то телепорт из невероятной жары у подножия в такую прохладную, освежающую и загадочную атмосферу. 20 минут заняла дорога на фуникулере вверх. Очень красивый живописный вид, абсолютно вообще не скучно, вот именно и не быстро, и не долго, идеально. В начале дня мы застали солнечную погоду, и видимость была просто отличной. Banana Hills ассоциируется с туманом, но в солнечных лучах он тоже очень красивый. Это получается центр, отсюда прибывает главный кейбл-кар. Вас сразу встречает атмосферный готический собор и отель его лобби. Это Mercury отель, единственный отель, в котором можно здесь остановиться. Он вот в таком выполненном стиле готическом, очень круто. Будем здесь целую ночь.
Отель называется Париж. А вообще там много-много-много еще разных зданий. Это все тоже сеть, просто разные корпусы. Все сделано очень качественно, очень со вкусом. Каждая деталь создает атмосферу, как будто находишься в древнем замке 17 века. Попали в неожиданную ситуацию. Вот этот мальчик, который привез нас в этом гольф-каре, взял нашу сумку и оставил ее просто в лобби внизу. И не сказал, что мы ее должны сами сюда поднимать. А оказывается, нужно было самим. И теперь эта сумка осталась там внизу, а мы здесь сверху. Мы попросили принести ее сюда. Надеюсь, и у них получится. Комната выглядит вот так вот. Такой туалет, вот такая вот спальня. Все хорошо, сумочка нашлась, ее принесли, доставили сюда. Но, чтобы вы знали, Bellboy не будет поднимать вашу сумку прямо аж на гору. Это нужно ее самому нести. Обычно я так и делаю, первый раз в жизни отвлекся. Заселение в отель, как всегда, после 14:00. А мы сразу пошли на прогулку. Здесь очень красиво, очень приятная атмосфера. Так все выглядит камерно. Это, конечно, выглядит все очень красиво, но это так, если потрогать, то это все пластиковое. Но визуально все очень круто выглядит. Орган фейковый, все фейковое. А вот та самая платформа 9,3. Синчао. Едем в трамвай. Таня хотела сказать, что мы едем в трамвай. Очень много людей, и там один индус не помещался, и он начал лезть на крышу. Он сказал, типа, в чем проблема? Я так дома езжу, абсолютно нормально. Мы его сняли. На паровозике можно вот такие вот сделать. Фотографии и видео. О, my haircut not nice. Дамблдор? Лабрадор. Лабрадор? Repeat me. Repeat. Espresso. Эспрессо. Espresso. Капучино. Это Гарри Поттер Бариста Эдишн. В лавке Оливандера мне выдали вот такую вот волшебную палочку с колючками. Я говорю, это точно палочка выбрала меня? Он говорит, да, Игорь, ты будешь лучшим колдуном. Поэтому, how to say, экспрессо патрону. Еще если Таня видит это что-то дорого, она говорит всегда Экспрессив патроном. и цена падает, сразу скидки начинают предлагать. Expensive патроном. Телетуби. You name it телепузики. Can you repeat телепузики? Телепузики. Телепузики. Это мы подходим в гостиную Слизерина. Она находится в подземелье. Это Рон Малфой со своей новой девушкой. А это туалет старост. Это староста Пуффендуя. Это крыло обучения темных искусств. Это тут идет теплица для выращивания растений для зелий. А сейчас я вам покажу немножечко волшебства не Хогвартса. Минус 10 очков Гриффиндору за то, что вы лазите по этим штукам. Тут есть объявление. Здесь крыло астрономии. Не астрологии, девочки, не радуйтесь. Также можно использовать для open shopping. Сработал. When no people, very nice. Yes. В общем, у них есть 3 шоу. Это первое, где много таких танцоров. 11:00. Второе шоу с фокусами, с разными гимнастами в 2 часа. И кабаре такое 18+ вечером. Ну, не сильно пошло, просто трансы там танцуют. И получается, самое главное внимание, except Tuesday. Везде, кроме вторника, вторник выходной. Show starting. We are fast, we're Tanya, run! Door closing! Hurry up! В 11 часов начинается первое шоу. Я рекомендую посещать их, потому что это единственное развлечение здесь. Еда, фотозоны и вот эти шоу. Покажу вам сегодня все. А шоу и вправду стоит внимания. Очень красивая музыка, красивые костюмы, очень много талантливых актеров, интересные сюжеты и миниатюры.
Конечно же, шоу не обошлось без моей помощи. Лакарнум инфламаре. Самое главное, зрители были в восторге. А следующее шоу начинается в 14:00. И находится оно у такого вот живописного розового замка. Тут будут юмористические фокусы и гимнасты. А потом мы отправились на такие вот Альпийские горки. И вот вам парочка рекомендаций о них. В общем, нет смысла занимать эту очередь до того, как купил билеты там. Вот, поэтому сначала сюда, только купил билетов, а потом на ролликостер. На вот такой картинг нужно купить билет сначала, 70 тысяч стоит, довольно-таки подъемная сумма. Покупается вот здесь вот, нужно идти туда и там кататься. Можно вдвоем на одном вагончике ехать. Yes, yes, there. What is that? Oh, animal we don't need. Oh, frog. Во время поездки снимать нельзя, да и не сильно хочется, потому что хотелось держаться. Биби? Стоит 100 тысяч, вот такой вот прикольный альбом они дают. По QR-коду можно в интернете эту фотографию найти, то есть в онлайне она тоже получается у вас. И вот такая фотография с информацией про Habana Hills, и вот такая фотография красивая. И да, то есть, ну, короче, не жалко, не просто фотка. Классно сделано. А вот тут мы жили, в этом доме. А еще прямо в самом центре, на -1 уровне, находится парк аттракционов с игровыми автоматами. Все они входят в стоимость, кроме скалодрома. И очереди здесь в разгар дня просто сумасшедшие. Можно легко потратить час времени, стоя в очереди на какой-то обычный аттракцион. Вот эти истории, они все бесплатные, можно в них ходить, но, конечно, днем очень много людей. Поэтому я рекомендую, наверное, перед всеми шоу ходить сюда, пока немного людей, пока все фоткаются на этих достопримечательностях. А потом уже, когда все отсюда ушли, пойти туда. А это заколдованная женщина. Она так танцует уже 10 лет. Никто не может ее расколдовать. Сливочное пиво, знаменитое, загребущее. Тане нужно всего лишь полстаканчика сливочного пива, и она начинает летать на метлах, на деньги. Цены на еду примерно вот такие вот. Ну, по меркам Вьетнама дороговато. Просто сосиску можно купить за 50 тысяч, сосиска в хот-доге 100 тысяч, кока-кола 30, пиво 40. Кофе здесь примерно по 60 тысяч, что критически дорого. Бургер 150. А эта лавка называется «Сладости и гадости». Вот такие вот рыбешки. Если вам нужно открыть кокос, нужно сказать «Вингардиум кокоса». И сразу дырочка появляется. Это ли не волшебство? Это либо волшебство, либо технология, опережающая человечество. Ничего не нужно делать, только нужно тыкать волшебной палочкой. Когда девочка пришла к Оливандеру, ей вручили вот такие 2 волшебные палочки. Мы не платили за это мы наколдовали. Чтобы вы понимали, технология. Одна штучка наливает тесто, другая наливает ванильный крем, другая девочка там ковыряется в этом и мажет маслом. Так оно получается, когда смещается, одна открывается, другая закрывается. И это смещается вот сюда. А еще переворачиваемый механизм есть. Это чел из Хосмеда точно. Из соседней деревни. Таня нашла себе ребенка и тайскую компашку. Bye-bye. Bye. Bye. Hello em gọi
Я попал в тайскую компанию, и они не могут запомнить мое имя, они пытаются придумать мне какое-то на тайском имя. Джан? Игорь и Джан. Просто посмотрите на этот выход из отеля. Мы заходили, все было нормально. Wow! See, in the morning, we get very good picture with the sun, but now we get a good picture with the fog. Very nice. Сейчас становится более малолюдно, потому что все уже стараются уезжать. Really amazing. Сейчас большинство людей старается уже уезжать, потому что как бы вечереет уже 4 часа, но мы сейчас идем на руки Бога и проверим его в такой вот атмосфере. Закрывается в 6 часов, поэтому в 5:30 вот такая вот очередь, все стараются успеть. В принципе, не критично, почти движется. Вот так вот ты можешь идти куда-то, и даже не понимаешь, по сути, куда. Пока туда не дойдешь, не врубишься, что там. Air very nice. I never feel... О, блин, на русском надо. Воздух очень классный. Я никогда не пробовал вот такой воздух. И ты прям трогаешь его руками, и рука мокрая становится вот реально за секунду. Реально рука сухая, вот так вот проводишь по воздуху, и она мокреет. Еще никогда не был в таком сумасшедшем тумане. Еще поуезжали все люди. Атмосфера просто сказочная, просто волшебная. Без очередей, без никого. Thank you. Private. Wow! Private! Привет. Private. Вау! Не видно ничего. Ну все, 5 часов. Осталась на мосту только Таня. Скользковато для нее. Ее подкрадули. How Таня walking there? Под такую драматическую музыку. Так не грациозно. Туман чуть-чуть развеялся, и вот руки стало виднее. Прикольно. Have rainy? Little bit rainy, yes. Oh, I see fingers. Пальчики выглядят вот так вот. Ну, атмосферно ничего, но ничего не видно. Поэтому, конечно, стоит сюда прийти несколько раз. Когда солнечно, когда вот такой вот атмосферный туман. Ну вот те самые пальчики. Одна рука здесь, другая рука там. Они намного больше, чем кажутся на фотках, а мост намного меньше, чем кажется на фотках. Очень интересно. Классно гулять так вот в тумане, определенная атмосфера. Но в 4:30 еще много людей, нужно позже. Ну это реально Гарри Поттер. Это реально Гарри Поттер съемки. Буквально чуть-чуть прошло времени, и туман развеялся, видно руки, очень классно. Поэтому не расстраивайтесь, попали в туман или сильно солнечную погоду, всю погоду можно застать. Сейчас уже вечереет, людей и на мосту немного, но все равно попадаются. А вот здесь абсолютно пустота, и можно прикольно сделать. Возле моста есть возможность спуститься вниз, здесь всегда меньше людей, но тоже очень красивый вид на мост открывается, поэтому обязательно спуститесь сюда, если на мосту очень много людей. Это красиво. Это красиво. Башня факультета Пуффендуй. Гостиная Гриффиндор. Это домик Хагрида. Там сзади за ним пасется гиппогриф. Washing closet with teacher. I want to say, очень красивые дети. Очень, very beautiful. Очень красиво. His name Sayu. It's like
Hàng Xăm Trần. Там самджай. Yes. And Tupoi Gai. Тупой гай. There's another one. What? I forget what his name. На территории парка есть целых 2 буддийских храма, и вы сами видите, какие они атмосферные. Думаю, точно стоит посетить их. Большинство точек и ресторанов закрывается, но есть парочку, куда можно попасть, когда ты здесь остаешься, поэтому голодным не останешься. Как раз туда мы именно идем. Я не успел попасть в Петергоф, и, наверное, уже никогда не попаду, но вот здесь такая вот маленькая копия, выглядит тоже очень-очень круто. Прямо напротив такого вот крутого пивного ресторана пивоварни. Сейчас будем пробовать его. Вот в этой пивной бочке, получается, и такой есть буфет вечерний. 350 тысяч стоит, 80 блюд разных входит туда. You buy one ticket, 350,000, 1 liter. 1 liter beer, Or one coconut. one juice or one coconut. Oh, wait. Будет живая музыка и Таниные друзья здесь где-то есть. Тайская компашка. Ну, буфет, правда, интересный. Синчао. Не рекомендую вам пропускать этот чудесный стейк. Это реально классно. Таня, обязательно положите, не забудьте про Танечку. Wow. So many. Разные виды мяса, классный салат-бар, триллион видов сосисок. Ну вот, кто любит десертный. Вот такое ассортишечко у нас получилось. Мяса много классного разного. มันไม่เอาของแก้วหรอก Боже мой, сколько пены. ของหมดแล้วอ่ะ За, получается, один ваучер можно обменять на пол-литра пива. Дают на человека 2 ваучера. Я не пью, а Танюшка с удовольствием. Группа из Аргентины. Во Вьетнаме. А потом началось кабаре-шоу трансвеститов в социалистическом Вьетнаме. На минуточку. Вот такие детские ладибойские забавы у нас. Детям очень нравится. Дети счастливы. Ладибои счастливы. Все счастливы. Нет, не целуй его. Поцеловал ладибоя. Начало положено. Все, мужики уезжают. Так, Таня, сколько ты сегодня выпила? В такие моменты надо отвечать уверенно. Да, было. Да, было? Вот этот ресторан, в котором мы были, вообще очень прикольно, обалденное шоу, так атмосферно, быстро, еда вкусная, да, как бы много всякого чего интересного, поэтому, думаю, рекомендую, но даже если вы выберете любой другой, они здесь все, в принципе, на хорошем уровне. Мы решили взять зонтик, у нас в номере был, и прогуляться в вечернее время. Очень красиво здесь, людей нету, немножечко моросит дождик, но, типа, это даже прикольный. Вечернее время выглядит все так, очень атмосферно. Если прям не идет сильно дождь, то вообще классно. Ой, как облака прикольно плывут. Получается, вот этот собор, а мы живем вот в этом соседнем. Все хорошо. Самое главное, потому что сейчас Дементра не выскочил, и все. И так будет хороший вечер. Потому что Таня напилась, и она не может выговорить экспекта патроном, и, блин, Дементр выскочит, и она ничего не сможет с ним сделать. А я, блин, побегу уж быстро тоже за помощью звать. Пол 18 век, и ты выходишь из своего замка на утреннюю прогулку. О, хорошо. Доброе утро. Сейчас на часах 7 часов. Естественно, все еще закрыто.
Поэтому есть смысл здесь оставаться только вот ради такой вот атмосферы, уединенности, потому что открывается все где-то к 9 часам, потому что фуникулер основной запускается в 9. Вот. Ну и сейчас схожу на мост Руки, посмотрю, как он выглядит с утра. Также имеет смысл сходить на вот эту вот зону с аттракционами. Она в большинстве своем случаев бесплатная, вот, и поэтому там устраиваются такие довольно-таки неприятные очереди. Вот у них такая пропускная способность не сильно большая. Вот поэтому можно утречком сходить на эти аттракционы, вот, ну и быстренько успеть ворваться на этот мост, чтобы там пофотографироваться без людей. Хотя и вечером довольно-таки прикольно получились уже фотографии. Там часов 5-5:30 вообще никого уже по сути нет. Объективно говорю, прям холодно. Вот, мои часы пишут 26 градусов, но это, я думаю, они пишут в Дананге температуру. Мы здесь на порядок выше. По ощущениям утром где-то градусов, чтобы не соврать, ну вот 18-20, вот так вот. Я помню это по своему винному бару, что когда вот ниже 20 градусов не хочется вина, и люди не пьют вино. Вот, и не гуляют по улицам, попивая вино, как у меня раньше было. Вот сейчас не хочется вина. Сейчас хочется подержаться за кружку теплого чая. Такой готический ресторанчик для завтрака. Ну и классический завтрак без деталей. Все хорошо. Ваши любимые столетние яйца. Такой завтрак получается на фоне таких вот готических залов. What is it? Egg. Egg? Just egg? What special kind of? Do you like it or not? Try. 12 минут до безумия. Сейчас откроются все подъемники. И пока вот так вот. Сейчас поедут уже люди. Очень хорошо и счастливо тут. Очень утром классно. Реально холодрыга сумасшедшая. Утром прям вообще жесть. Вечером еще более-менее. Поэтому кто остается с ночевкой, еще днем можно перекантоваться, но на утро я бы прям шляпку какую-то надел. Сам мост Руки Бога и один из храмов находятся на отдельном холме, поэтому туда нужно ехать на специальной канатной дороге. А вот так мы подъезжаем к знаменитому мосту с руками. Специальный здесь такой фуникулер к нему входит. Можно подъехать на одном с красными кабинками, а ехать на другом с желтыми, более маленькими. Мне нужно бежать, пока. Golden Bridge, но уже с обалденными видами. 9 часов, вот такое вот количество людей. Надо идти по-любому вниз, вот сюда вот. Тогда вообще людей не будет и красиво будет. Вот здесь фотография будет просто, ну байда будет. Very windy. Ну, однозначно стоит сюда прийти в разную погоду. Атмосферно с туманом и атмосферно, конечно, вот с таким вот безумным видом, потому что и видно и море, и горы, и холмы, и даже Дананг. Очень круто. Ну, типа фотка будет получаться вот такая вот. И вот себя еще сюда можно поставить. Получается вот такая фотография. Если вы хотите фото без этого мужика, получается берем, проходим весь мост, чик, и спускаемся вот сюда. И очень будет красиво. Не только вот эти пальцы будут торчать, вот такие вот будут фотографии с пальцами, а будет красиво вся рука в кадре. Этот мост называется Руки Бога. Но сразу возникает вопрос, а где же ноги? А ноги вот. Ноги Бога вот. А на вот таких вот желтых яичках вы можете подняться обратно в Банна Хиллз. От Золотого моста. Ну что, вот такой вот получился выпуск про Банна Хиллз. Надеюсь, вам было полезно и немного спойлеров. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если было классно. И, конечно, подписывайтесь, потому что новые ролики уже грядут.